Включилась вода? Призрачный огонек? Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и это рубрика «Реакция», где мы с вами смотрим страшные и необъяснимые видео от очевидцев и пытаемся разобраться, где правда, а где фейк. Перед тем, как начать, я хотел вас попросить кое о чем. В скором времени я собираюсь поехать в еще одну поездку, где буду пытаться связаться с потусторонним. В этот раз я планирую ночевать там, где будут происходить съемки. И, наверное, вы спросите, и в чем же твоя просьба? А вот в чем. Если у тебя есть какая-нибудь страшная и необъяснимая история, которая пробирает до мурашек, возможно, тебе ее рассказал твой друг, мама или бабушка, неважно, обязательно расскажи ее в комментариях, ведь следующую поездку при ночном костре, выбрав самую лучшую историю, а может быть и несколько, я их расскажу и покажу в новом видео. Ну а теперь устраивайся поудобнее, мы начинаем. Погнали! Так, ребят, тут рассказывается про парня, который, как рассказывают, немножко переутомился, короче, перевалился там из погрузчика, вывалился, что-то такое, и он, ну, погиб. Вот. А тут ситуация еще следующая, то что по службе безопасности парень Эй, как кое-что дела с увидел в ядерной камерах, бомбой? и он решил это заснять. На самом деле я не могу держать здесь свой телефон, поэтому у меня полностью выключена яркость, но я Ага. отвечаю за безопасность в этом месте. И я Так. нахожусь в операторской, где у меня есть доступ ко многим камерам, и я только что сообщил своему начальнику, что заметил кого-то, кто как будто стоял на траве напротив здания. Ну-ка, показывай нам. И я хотел бы показать это вам. И... Так что да, я не могу долго держать свой телефон на экране, но я попытаюсь показать вам две лучшие точки обзора, которые у меня есть. Так что да, вот Крутой первая видос. точка обзора. Просто пушка. Вот она, прямо здесь. Здесь нет дерева, там вообще ничего нет. Этого не может быть. Я думал, он сейчас какую-нибудь камеру, то что Вот, это не вот оно снова снаружи, здесь. а внутри Как где-нибудь будто оно хотя бы. просто стоит там, и я сообщаю об этом своему начальнику. Но, Майк, наша процедура обеспечения безопасности гласит, что до тех пор, пока... Нет, до тех пор, пока он не направится к двери, нам не о чем беспокоиться. А, то есть, ну пусть стоит. Ну, в принципе, да. За что его трогать-то? Он Видите, чел просто стоит. стоял прямо здесь. Он прямо здесь, справа от моего курсора. Я ничего не слышу. Я попробую увеличить изображение. И вам понравится. Нам У нас понравится? плохой обзор, но вот, например, слева. Давай. Пусть нам А вот эта понравится. камера с разрешением 24 кадра и разрешением 1080p. Но при 24 этом она кадра такая так темная и себе. утонченная. Так что да. Джон говорит, что туманный силуэт Так человека что да. только что стоял на соседнем поле. Джон говорит, что он наблюдал за ним в течение нескольких часов. Он говорит, что фигура время от времени слегка двигалась, но так и не приблизилась. Возможно, что еще более странно, он говорит, что ему казалось, будто туманная фигура на самом деле смотрит на него через камеру. Ребят, в общем, тут рассказывается про одного китайского или японского, ну, в общем, не суть. В общем, парень снимает ютубчик по поводу всяких вот паранормальных вещей, посещает там заброшки и прочее. И тут рассказ про дом, где вот там, я так понял, старушка по рассказу ждала какого-то своего сына, ну, в общем, очень давно-давно. Видимо, там так и померла. В общем, приперся он в этот дом, вот, и начал проверять на предмет паранормального. 好好照顾他的妈妈， Ну, 到最后听说还 куха.
虐打他，甚至不让他吃饭，然后因为那个妈妈年纪啊？大了，他也没有办法大小号自理，听说他就把他关在一个房间里面，然后让他大小便。Выглядывает. Сын Мин сам этого не видит, но его камера фиксирует то, что кажется бледным полупрозрачным лицом, выглядывающим из-за угла. Многие зрители Цин Мина считают, что таинственное лицо — это пожилая женщина, которая скончалась в доме, все еще ожидая возвращения своего сына. Представляете? А что вы думаете по этому поводу? Мы не Дайте знаем. мне знать в комментариях. Ребят, в общем, тут рассказ ведется о том, что некая девушка, я не знаю, как это, в общем, якобы ведет стрим, Я здесь говорится, но записываю вряд его ли, на видео. с видеокамеры, которую они Я только что установили. видела, А как он парень трахался. ее... Это нечто. Кто трахался? Боже, правда? Вы о чем, блин? Привет, Стейси. А ее парень в темноте Он вешает выглядит еще одну камеру. устрашающе. Вы это И видели? она это вот За смотрит. спиной Стейси на короткое мгновение появляется женщина, а затем исчезает. И Сара снимает все это на камеру своего телефона внутри. Офигеть. Стейси говорит, что он Причем никого здесь не стрим, видел но я так снаружи, понял, пока она устанавливал записывала камеру. просто на камеру. После просмотра шокирующего видео Сара узнает, что погибшая женщина Они- на самом деле дружила с ее сестрой. Сара считает, что эта возможная связь с духом могла быть причиной того, что она смогла запечатлеть существо на видео. В общем, вот этот парень исследует один рассказ, рассказ про мальчика, который сам себе предсказал некую там смерть, что-то такое. И вот он на кладбище пошел исследовать, смотрите, ребенок появился. Энза утверждает, что во Может быть, время это этой просто записи ребенок на гулял кладбище по не было кладбищу. детей, Почему и мало уж детей по точно кладбищу никого, кто гуляют? выглядел бы подобным образом. Он говорит, что он и его друг были совершенно одни. Так это призрак, заснятый на камеру, или просто тщательно продуманный розыгрыш? Это очень-очень странный Тщательно розыгрыш. продуманный розыгрыш. Вот что думаете? Ребят, тут рассказывается про Швецию, про батутный парк. Батутный парк, охренеть, никогда такого еще не было. В общем, суть в том, что поступил сигнал на камеру, мол, что-то там, какие-то движения и прочее. Ребята начали отслеживать это. Была ночь, само Давайте, собой. давайте. И вот они проверяют камеры. Я видел сбой. Что-то случилось. Видимо, вора поймали. То есть это вот эта тень, которая проходит. Ой, Что-то Ужас похожее на просто. темную Это тень какой-то движется ужас. по нескольким камерам наблюдения. Теперь стоит упомянуть, что эти камеры расположены на высоте от 13 до 16 футов и разделены расстоянием почти в 100 футов. Таким образом, ничто или никто не мог перемещаться по этим камерам с такой скоростью и на такой высоте. Так что же это могла быть за таинственная тень? да Это призраки, что-то кто ж еще? сверхъестественное? Или Конечно. просто очень специфическая последовательность странных сбоев камеры? Да это Дайте мне призраки знать, по-любому, что вы об вы этом что? думаете. В общем, ребят, здесь рассказывается про очень старую больницу, которую плохо финансировали, и у нее не было даже своего морга в этой больнице, понимаете? Теперь эта больница заброшена. Теперь в этой больнице проводят разные вечеринки по поводу Хэллоуина, ну и прочее. Ну я так понял, видишь, тут еще и квесты всякие делают. А на YouTube уже ролик выложили люди, которые попытались там проверить это место на предмет паранормального. Ух, охренеть. А вот это, короче, что показывает, это манекен, который является частью аттракциона в этом здании. Представляете? Мы можем с ней Вот, поговорить? в общем, Да, я знаю, смотрим, что сказал об они этом той леди. тут напроверяли. Я ненавижу подобные вещи. Вы Ещё это видели? Стану Какая-то страшно. странная тень, кажется, смотрит на Да них это не сквозь странная стекло, тень, но это затем просто падает растворяется в воздухе. тень от этой, мне Так что же, кажется. отдел паранормальных явлений Огдена поймал печально известного человека в черном в старой Да больнице ну, Нуэлла, ерунда. где обитают привидения? Решать вам. Тут рассказывается про сельскую местность в Бразилии, то есть про данный дом, который говорят, он наполнен мистическими всякими историями, которые рассказывают местные. Естественно, еще одна группа по поиску призраков пошла в этот дом проверить на предмет паранормального. Так.
Nossa, mano. Nossa, mano, bro. Levar com esse instrumento aqui, mano. Tira essa Cara. bateu aqui. Bateu um tambor. Tambor, mano. Призрак-барабанщик. Quer tentar ficar mais um pouco? Тра-та-та-та-та-та. Eu acho que a gente podia dar uma sequência pra frente. Pode ser? Para ele fazer as manifestações mesmo, tá? Tentar ver todos os pontos. Какой-то звук опять. Кажется, что-то ударило в барабан в одной из комнат не один раз, а дважды. Как будто что-то пытается привлечь их внимание. А потом все становится по-настоящему странным. Не один раз, а дважды. Ну-ка, что там странного? Кровать скрипит. Nossa, cara. Você viu? На нее кто-то сел, возможно. Nossa. Че ты там испугался-то? Meu Deus do céu, cara. Escutou barulho aqui? Nossa, eu vi, tipo, arredou um olho, mano. Mas você escutou a porta ali? A porta mexeu. Вы это Он? видели? Команда слышит скрип двери, Вот это которая, да, с кажется, дверкой. двигается сама по себе. Да. Но чего они не понимают, так это того, что кто-то или что-то наблюдает за ними из темноты. Можно увидеть фигуру с горящими глазами, которая смотрит на них из-за угла в коридоре Спалился фермерского чел, дома. ёпарь. Когда видео появилось в прямом эфире, да зрители не YouTube сейчас сразу же же говорили, обратили блядь. внимание на странную Не в этот момент Но по сей выходишь. день загадочный человек, скрывающийся в фермерском доме, остается необъяснимым. Ребят, мы уже множество пар, наверное, видели семейных, у которых в доме что-то происходит, они это снимают. Не знаю, насколько верить этим парам всяким разным или нет, но, в общем, здесь примерно такая же суть. Пара, которая думает, что их дома кто-то там пытается мучить, полтергейст, призрак женщины, баба видела, еще чего-то. После глобального карантина, здесь объясняется, эта активность значительно усилилась. Заболел, блядь, призрак, понимаете? Хорошо, так Заболел что и вкратце тоже скажу, требует что здесь таблеток. полный бардак. Но это моя спальня, и я только Так. что сидела здесь и бегло просматривала. Бегло просматривала. Теперь время от времени, и вы можете видеть, к чему это приводит. Боже мой, это только что случилось снова. Вот эта штука, смотрите, я просто показываю вам. Здесь ничего не открывается. Мгм. Время от времени я поднимаюсь наверх, и вот что происходит. Эта дверь только что открылась сама по себе. Я тоже это видела. А не может ли Что вы быть собираетесь из-за с этим того, что делать? дом, Потому что я этим не так сказать, занимаюсь. Почему я всегда как должна сказать, быть он же все равно единственной? Я как-то жертвенный деформируется, да, и, В буквальном возможно, эту смысле. рамку Ну сделали что так, же, я что не хочу она... быть тем, кто дали должен там на разбираться с магните. этим. А, ну тут ладно. Про эту не Верно, сегодня Это из-за воскресное тебя утро. воздух Мне слишком нужно большой. успокоиться. А почему я так Про дверку, поступаю? потому что Я она и подумала, так под что нас напугом, ограбили. знаете, Я бывает тоже так такая думаю. дверка, Всё которая на гораздо магнитиках хуже. прилепляется, предпочел, и чтобы меня ограбили. через какое-то время Я тоже. пух, В открывается. воскресенье утром мы Вот я просто думаю, что-то отдыхали такое. наверху в постели и только что услышали сильный шум. О, Вы, смотрите, видимо, там на очень полу кто-то круто трахается. отдыхали. Посмотрите, в каком состоянии это место. И вот Что к чему сегодня мы с пришли. переводчиком? Он матерится-то. Шкаф в абсолютном порядке. Подождите, я Не сейчас. можешь сказать, занимаемся любовью? О, боже мой. Там, Вы это видели? Шиндермындер. О, боже мой. Это так, я выключен. Бен, я Я ухожу выключен. отсюда. Проведя небольшое исследование, Лэйни и Бен обнаружили, что земля, на которой был построен их новый дом, когда-то была местом старого захоронения. Ну, Где во ясен время хрен. строительства было найдено несколько останков. Как еще это объяснить Супружеская можно? пара говорит, что в данный момент они не ощущают присутствия в своем доме агрессивных людей. Но паранормальная активность, похоже, действительно становится все более экстремальной с течением недель. Мгм. Так. Мне это очень нравится. Вы только посмотрите на него, чувак. Но все же дайте ему пощечину. Его игрушки, на которые мы потратили 30 фунтов в самом начале, он не будет так с ними играть. Ему это не интересно. Дайте ему Веревочка — это ленточку, круче. которую мы нашли окровавленной. Она ему Окровавленный? очень нравится. Че ты несешь-то? Это был мяч? Я думаю, что так оно и было. Да это он сам. Эта книга только что была снята с полки, и тут бам. Я виню вас во всем. Почему? Нет, подождите, прежде чем. Я виню вас во всем. Почему? О, он сломан. Почему? Я виню вас за то, что вы о чем-то просили. Да, примерно час назад. А потом, после всего этого, однажды ночью все стало Что, по-настоящему странным. Мы вас просили, я вас просила. Что? Вы собираетесь говорить или нет? Может, мне это сделать? Все в порядке.
Эта дверь была закрыта, но не на задвижку, а просто открыта. Так что да. У меня куча огорчений в комментариях, потому что я отправил вас разобраться с этой закрытой дверью, и теперь эта дверь сработала. И я не собираюсь, я не готов к этому. Какого хрена? Да что-то это как-то слишком, блядь, вы вообще не психуете. Я не знаю. Это просто напугало меня до Ну усрачки. что бы с вами Какого было, если бы у вас Я хочу подобное сказать, что с произошло, этим пока что-то вы там связано. записывали? Загляните также под этот чертов стол, там видно, что там лежит снег. Я на это не согласен. Это Там посудомоечная лежит снег. машина. Так вы Она обнюхали находится под, снега, ну, вы блядь. понимаете, блоком. Это стиральная машина. Где же кто-то может прятаться? Это был я. О боже, вы даже ничего не видите там наверху. Пустая бутылка из-под воды летит Да, через хотя бы всю включи бухту, свет, а то мы, напугав блядь, Бена ничего не и видим наверху. Лейни немедленно хватает ее, чтобы доказать, что там нет никаких проводов или веревочек. А Бен показывает, что в кухонных шкафах не прячутся сообщники. По сей день пара продолжает делиться своими жуткими переживаниями на своем канале TikTok и YouTube, надеясь, что однажды Знаю, они чё найдут думаешь? больше. В общем, однажды ночью, когда все дети спят в кроватках, что-то происходит. Вот так тут объясню. Хорошо, когда ты рядом. Опа. Нет, заключая сделки с ангелами, ты не станешь бессмертным. Для этого тебе придется обратиться к другим группам. Видали? Камера Видите? запечатлела темную фигуру с горящими глазами, которая, кажется, поднимается по лестнице. Это фигура, у которой нет видимой нижней части тела. Это не вы невидимо, это думаете, просто что частоты бы это кадров могло не быть? хватает. Дайте мне знать в комментариях. Да, дайте знать. Ребят, тут ролик вообще таинственный, как говорят. То есть даже сам автор, который выпускал это видео, именно само видео выпускал, а не автор, кто отснял, не знает, откуда это видео и что это такое. Видали? Призрак гуляет. Вообще ни разу не монтаж. Просто это никак не объясняется. Просто дом, просто камера Кажется, что видеонаблюдения. маленькая полупрозрачная фигурка, похожая на ребенка, медленно проходит по гостиной. Поскольку у меня нет источника, я понятия не имею, является ли эта запись реальной или поддельной. Но этот Это жуткий фейк. маленький ребенок-призрак определенно жуткий. Просто маленький ребенок-призрак. Мы это видели уже. Ну не это именно, а вообще. Здесь рассказывается про девушку, которая гуляет со своим малышом в парке. Просто снимает его и все. Ну просто гуляет девушка. Оп. Паренек куда-то пошел. Так, закладки. Так. И тут-то, походу. Оп, что-то нашел. Так, походу мобилу что-то нашел. Блин, Ни с нормально. того ни с сего мальчик, кажется, внезапно останавливается и пристально смотрит на кого-то Ему из просто того, призрак чего мы говорит. не можем видеть. Затем, ни секунды не колеблясь, Что он такое, падает окей. на землю и начинает яростно копаться руками, Быть. пока не находит случайный телефон из-под Странно, тяжелой кучи а? листьев. Призраки. Позже, просмотрев Вот что отснятый странно. материал, Маник считает, что нечто сверхъестественное могло подсказать ее сыну найти этот телефон. Привет, как ребята! вариант. Я просто сообщаю последние новости о том, что случилось с телефоном. Ну что же, я его выбросила. В тот момент, когда я его выбрасывала, я не думала ни о чем таком, чего не следовало бы делать, пока не посмотрела Продать в видео. ломбард его. После просмотра видео мне стало не по себе. На самом деле, у меня от этого даже Ты мурашки заглянула в побежали по телефон коже. в чужой. Как ты могла? Но на самом деле времени для рассказа нет. Телефон был сломан. У меня было разбито лицо. На верхней части лица была батарейка, как на лицевой Зачем стороне, ты но она лицом была разбила сломана. телефон? Поэтому я ее выбросила. Или телефоном в лицо? Вот и все. На самом деле времени для рассказа нет. Он просто играл, а я продолжала записывать его. Именно этим я и занимаюсь. Я записываю всех своих детей, когда они играют в бейсбол, футбол в парке. Ну, мы Я поняли. та самая И... мама, которая записывает каждую минуту своей жизни. Ясно. Но это все. Так что, к сожалению, Маник выбросила телефон, оставив нас всех гадать, что же было на этом сломанном телефоне. И самая главная причина, кто, Теперь блядь, я должен надоумел сказать, что это одно из его самых раскопать, странных видео, этот которые я телефон, а? когда-либо видел. Но Пиши что в вы об этом комментариях. думаете? Срочно пиши, я не Неужели знаю. дух Мне кажется, сказал это... маленькому мальчику найти Да. телефон? Или это просто то, что здесь Или там происходит? дед, которого не видно. Скажите мне вы сами. Здесь рассказывается про какой-то китайско-японский, опять же, дом. В общем, когда-то давным-давно жила семья, и
якобы вот этот хозяин дома, зовут его Судзуки, охренеть, да? Мотоцикл гоночный. Так вот, он начал себя вести как-то странно, он там что-то начал даже у соседей какие-то там, ну, какой-то помощи просить. В общем, не очень важно, что именно. Но там говорится именно то, что Сузуки этот повесился, короче, какая-то проблема. Ёбнулся малый просто. Просто жил с семьей, приехал в этот дом и с ума сошел. А следующий владелец, узнав эту всю историю, но узнал он ее позже, естественно, с ним начала происходить когда-то чертовщина, он сразу же через неделю нахуй свалил оттуда. Но успел, естественно, заснять видео, чтобы нам показать, как, чё, почему, что за призрак. Ой, как же это просто классно, да? Можно подтянуть какую-то вот эту историю и втюхнуть в ролик и сказать, что это призраки. Ну, давайте посмотрим. Так, дверки шкафа начали. Он себя замыливает. Няшка. Но мы видим, что они шевелятся-то. Давай, открывай. Но Никого. теперь паранормальная активность в доме, похоже, не Я бы удивился, ограничивается если по только итогу он шкафом открыл, а с там шкафом. стоит какая-нибудь маленькая Мигура девочка и просто установила еще дергает. одну камеру видеонаблюдения, чтобы следить за ванной комнатой. А несколько ночей спустя он поймал вот это. Смотрите внимательно. Смотрим. Включилась вода? Призрачный огонек? Типа закройте, не стесняюсь. 18 плюс сейчас на экран должно вылететь. День как будто кто-то подошел. Хренова срань. Как хреново, когда ты живешь один, а вроде бы и не один. И при этом, при всем, ему-то благ всех не перепадает, только Обсер ТВ и все. Вода в ванной включается сама по себе, а затем дверь закрывается. А это он Но посмотрел со больше стороны. всего пугает то, что мы видим какую-то странную белую фигуру, которая, кажется, движется за закрытой дверью ванной. Приложение для наблюдения за камерой предупреждает Магура о движении. Он идет проверить Ну да, ванную, обычно но там ничего не Хлоп находит. смс-очка тебе такая на Тем телефон. временем паранормальная активность в спальне Мигара на верхнем этаже также начала усиливаться. Почему у них раковина на уровне щиколотки, блядь? Лежа умываться. Знаете? Так, включилась ночная съемка. Маж. Так, там кто-то что-то шебуршит. А-а-а. Когда Мигара заходит в комнату и выключает свет, мы действительно видим, как дверца шкафа приоткрывается сама по себе. А затем мы снова слышим эти странные хлопки из шкафа. Это ужасно, ребят. Я В не знаю, течение как это следующей объяснить. недели Бедный Магура все китаец чаще или- слышит звуки, доносящиеся Так, из вот шкафа. надо. И вот однажды поздно вечером Магура выходит покурить в соседнюю спальню, прежде чем лечь спать. Так, Его камеры фиксируют нечто совершенно ужасное. газовый быстрее, не терпешка уже. Так. А это соседняя комната. Выглядит так... Опа-на, видали?
Блин, явная какая-то подстава. Ну реально. Слишком очень все как-то идеально. История про дом. Эти вот моменты. Когда Магура выключает свет в каждой комнате, и как раз перед тем, как камера наблюдения переключается В эти на темные режим промежутки «Ночного просто видения». проще всего Мы видим воткнуть подобное. странную темную Я имею в фигуру, просто виду стоим в комнате. какой-то Первый силуэт номер фигуры. находится в одной спальне, а Там потом очень странная удобно. фигура, Бах, кажется, перед тем, как последовала за Магурой переключится во вторую спальню. камера Так в ночной может ли это режим, быть призрак он вставляет. службы? Круто. Или это что-то еще более зловещее? Круто. Решать вам. Тут рассказывается про больницу Анрё. Короче, здесь какой-то индонезийский парень, который тоже лазит по всяким заброшкам, ну и прочее такого. Здесь рассказывается вот то, что там одна из рабочих в этой больнице была повешена. Ну, точнее, ее нашли такой. Вот. И тут утверждают, что больница была вынуждена была закрыться эта больница, потому что многие пациенты жаловались на то, что они видят всякую нечестивую хрень. Ну и вот паренечек со всей этой историей, грубо говоря, как обычно это происходит, попёрся проверить самостоятельно, так это или нет. И вот он, как тут говорится, он в настроении, ходит, такой, все дела, но потом он подобосрался все. Алло? Ada suara? Кто доигрался, блядь? Досмеялся? Сейчас тебя какой-нибудь за задницу схватит. Ada suara di ini di pintu ini teman-teman. Astagfirullah. Чьи-то ноги висели. Merinding gua. Aduh biung. Tar dulu. Ada suara. Ой, ты сам, наверное, не понимаешь, что говоришь. Да я бы тоже обосрался. Невнятную хрень бы нес. Слышен звук открывающейся двери, и когда Чу поворачивает камеру, можно увидеть две жуткие ноги, свисающие с Ноги, разрушающейся крыши и это больницы. могло быть просто платье. Чу не да, замечает и там- ног, но когда он возвращается через несколько секунд, там ничего нет. А теперь имейте в виду, что Чу ведет прямую трансляцию своего расследования, что подтверждается тем так фактом, это что он прямая действительно трансляция. взаимодействует со своей аудиторией в Ну прямом тогда эфире. это ж И все зрители в объясняет. прямом эфире увидели свисающие ноги и начали заваливать его прямую трансляцию сообщениями. Кажется, это немного выводит его из себя. Aku mulai panik, Cok. Tadi ada kaki. Никакой, говорит, паники. Kaki apa? Ну а тут в трясущуюся дверь ты не зайдешь посмотреть, что там, из-за чего это все тряслось-то. Jangan nakut-nakutin ya. Ini aku baru masuk loh, guys. Сходи, блядь, туда посмотри. Kaki siapa? Не подозревая о том, что он запечатлел, Чу продолжает исследовать и снова начинает шутить. Ну, по крайней мере, он шутит до тех пор, пока Шутник хренов. что-то потрясает его до глубины души. Ya udahlah, kita lanjut aja ya, teman-teman ya. Ya О, Allah ya Robby. Apa нифига itu? себе. Eh, Ну и что ты сразу отвернулся-то? Ты посмотри туда, блядь. gua nggak lari, sumpah gua nggak lari, Cok. Gua nggak lari. Прямо перед ним видна маленькая серая фигурка. То есть Потрясённый тебе самому-то, блядь, не ужасающей страшно, что маленькой это если... фигурой, Как он можно оборачиваться, как можно вообще поворачивается и спиной бежит поворачиваться в направлении. к Но когда тому, он чего ты можешь оборачивается, испугаться? кто бы или Точнее, что бы там ни ну, было, к страшному, оно да, уже вы поняли. исчезло. Чу наконец-то Конечно, начинает потому что он очень серьезно долбоёб. относиться к своему собственному расследованию и начинает прочесывать местность в поисках таинственной фигуры, которую он заснял на камеру. Да ты То, что заранее мог происходит дальше, посмотреть и пойти действительно туда. странно. Нет. Подсветил, отвернулся, да, потом такой Привет. типа бах, там якобы нет, и пойду искать это потом. Да ты, блядь, человек логика. Apa itu? Ну это дети какие-то. Apa itu yang di situ? Woi, siapa itu? Иди. Орешь. Видно, какие-то детишки. Ada yang masuk dari di sini, teman-teman. Ada yang masuk dari sini, selebet gitu. Ada yang masuk dari sini, Да teman-teman. иди уже. Selebet gitu.
Какая же наглая подстава, Фигура, но... похожая на молодую девушку, Прикольно, скрывается не из виду спорю, за но, стеной блин, слева. Но это еще не все. дети привлекают туда. Потому И что вы еще это и видели. это не все. Даже исследователь Чу этого не замечает. Но есть также вторая большая темная фигура, наблюдающая за ним из сорняков справа. Это Обе тот эти случай, фигуры, когда у кажется, тебя просто растворяются ты хотел в воздухе снять в прямом эфире. прикольный контент, в общем, это а духи твои пациентов, друзья, чьи они тебе души так и не помешали. смогли покинуть Знаешь. территорию больницы. А почему Является ли низкие? это Да жуткое потому что они все висящее невысокого привидение роста. духом голландской медсестры, которая трагически покончила Да, с собой? да. Или все это просто тщательно продуманная мистификация? Мистификация, как мне нравится это слово. Решать вам. Это просто тщательная продуманная мистификация. Ну вот такая вот подборка получилась в этот раз. Я понимаю, что скорее всего какое-то из этих видео мы, наверное, уже видели. А вот какое, я хотел бы услышать от тебя. Обязательно пиши в комментариях, какое видео тебе понравилось или нет, или какое мы, может быть, уже с тобой видели. А у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр, и помни, страха нет, он лишь в твоей голове.